Всем привет, меня зовут Лёша. И за это время произошло очень много событий. Я выпустился из UWC, и я переехал в Китай. Ну а я сейчас нахожусь в городе Тяньчжин, это очень близко к Пекину, и здесь я проведу ближайшие 3 месяца. То, что я выпустился из UWC, не значит, что видео про UWC больше не будет. Будет видео про университеты, скорее всего, в конце лета. Также будут ответы на некоторые вопросы, не только про университеты. Я постараюсь все это снять, подробно рассказать. Ну а в этом видео мне хотелось бы рассказать о том, как же я попал в Китай. В первую очередь, я думаю, стоит отметить то, что я просто искал возможность, где остаться летом, потому что, как некоторые из вас знают или не знают, у меня довольно сложная ситуация в плане того, где все-таки жить и где находиться, поэтому я искал какие-то опции, где оставаться. Как вы знаете, в прошлом году я оставался в Ереване, но в этом году мне так делать не хотелось, потому что я буквально не делал ничего, я просто лежал, ел, иногда учился, и это все. Мне хотелось найти какую-то работу, возможно, даже за границей, и один мой друг вдохновил меня на то, чтобы так и сделать. И спустя несколько ресерчей я нашел сайт Au Pair. К нему я пришел после сайтов Workaway, что-то там еще Volunteer Base или что-то такое. Ну, короче, очень много есть различных сайтов, которые предоставляют возможности для работы, для internships, для волонтерства за границей. И, скорее всего, они будут на основе того, что вы будете там жить, и как бы это все будет включено. Но я нашел для себя сайт Au Pair, который позволяет работать няней в хост-семьях за границей в огромном количестве стран. В основном больше всего людей едут за этим в Европу, но я выбрал для себя Китай. Не знаю, почему Китай, просто в Китае мне показалось, будет легче всего получить визу. Плюс я очень долго хотел попутешествовать по Азии, потому что Азия кажется для меня очень уникальной и очень культурно разнообразной. Здесь очень много всего, но я, к сожалению, останусь на все лето только в Китае, но ничего страшного. Но еще мне хотелось бы отметить, что я совсем не из богатой семьи, и у меня не было столько возможностей путешествовать, как есть сейчас, только из-за того, что я ищу работу, которая предоставляет мне жилье, которая платит за меня, за еду и за все такое, вот, и это очень здорово. Единственное, что мне пришлось оплачивать билеты, но билеты мне тоже удалось вырвать по очень хорошей цене, относительно того, какие цены сейчас. Да, сейчас немножечко поподробнее расскажу, что же такое Au Pair и как с этим работать, что это такое, если вы вдруг тоже захотите. Немножечко расскажу о своем бэкграунде. Как некоторые из вас, возможно, знают, я работал в лагерях детских 2 года. Когда-то в моей жизни я еще учился в педагогическом колледже. И этот опыт мне очень даже сильно помог в этом, в том, что я сейчас работаю как Au Pair. Au Pair — это не совсем няня, это скорее чуть-чуть другое, но, тем не менее, это все-таки обязанности няни в каком-то плане, да. Получается, вы заполняете свою анкету на сайте, вы вставляете туда свои фотографии, возможно, приветственные видео, и ищете семьи. Вы можете сами на них отвлекаться, может быть, семьи сами найдут вас некоторые. Вот, я уже точно не помню, как произошло с моей семьей, но я точно помню, что несколько предложений мне прилетало как бы без меня, без моего участия, то есть мне просто приходили эти предложения. После того, как вы, скажем так, мэтчитесь, у вас будет несколько звонков, возможно, по Zoom, возможно, по WhatsApp, как удобнее, просто чтобы узнать друг друга, подходите вы или нет, подходит ли вам семья, что тоже не менее важно, или нет. И если все хорошо, то вы просто подписываете контракт, делаете визу и улетаете, едете туда и работаете. Вот. В основном люди приезжают работать как Au Pair на полгода, на год, возможно, даже больше. Моя же опция — это 3 месяца. 3 месяца, потому что в конце августа я уезжаю в Америку учиться. Да, я поступил в университет туда, я тоже совсем скоро, надеюсь, сниму про это видео. Также у меня есть видео про университеты немножечко другого формата, там, где будут интервью, так что ждите, скоро все будет, я надеюсь. На самом деле, бумажной волокиты не так уж и много, вы просто должны сделать контракт, вам хост-семья должна обеспечить пригласительное письмо, и в ваши обязанности входит ухаживать за ребенком определенные часы, которые прописаны в контракте. Также у вас
по контракту тоже есть определенное количество выходных дней. Также очень хочется отметить то, что это реально хорошая возможность для всех людей приблизительно моего возраста, потому что это не только позволяет вам уехать из своей страны, если вы хотите, попутешествовать, узнать новые культуры и все такое. Вы также можете получить хороший опыт, который вам, возможно, пригодится в будущем. Еще хотелось бы немножечко рассказать по поводу визы. Визу было делать совсем несложно. Я получал визу в Ереване. Для визы мне понадобилось предоставить только контракт, только пригласительное письмо, паспорт свой, и, кажется, все. То есть было документов совсем немного. Я знаю, что на travel визу нужны билеты обязательно, нужна бронь отелей или чего-то такого, или пригласительное письмо от друга, если вы едете к другу. У меня так подруга получала визу, но у меня немножечко ситуация сложилась по-другому. Я получил визу F, она предоставляется тем, кто едет на некоммерческие, какой-то некоммерческий бизнес, не бизнес-поездки и все такое, поэтому как бы ОПР считается как волонтерство или internship. Это было делать совсем несложно. Я просто подался на визу, виза стоила совсем недорого, кстати, всего 14 или 15 тысяч драм армянских, где-то тут прикреплю в других валютах. Я ждал всего 5 дней, приехал и забрал паспорт. Все было очень просто. Ну а сейчас я предлагаю вам посмотреть небольшой кусочек из того, как же я добирался в Китай. У меня была дорога довольно большая. Из Еревана я поехал в Тбилиси, из Тбилиси у меня был самолет в Доху у меня была пересадка 9 часов, и из Дохи я прилетел в Пекин, после чего я приехал в город, в котором я нахожусь. Мы где-то посреди ничего. 3 часа ночи. Так, в общем, уже 6 утра. Я в Тбилиси. И как-то я очень рано приехал, потому что рассчитывал приехать часов в 7. А вот не знаю, либо ехать в аэропорт, либо снять какой-то хостел, отдохнуть там, потому что я очень хочу спать. Да. А еще у меня здесь почти не ловит никакой интернет. И, ну, даже несмотря на то, что у меня есть грузинская сим-карта. Shut up! Да, вот так вот. Утро в Грузии. Так, ну тут я уже психанул, поехал в аэропорт Тбилиси. Я в нем был первый раз, кстати. Здесь я такой загадочный, сижу, рисую людей вокруг, потому что мне было абсолютно нечего делать. А здесь я сижу еще более загадочный за ноутбуком и пытаюсь скачать фильмы, из которых в итоге посмотрю только один. Я с горем пополам сдал багаж. Сейчас будет анекдот дня. Запоминаем. У меня одна пересадка в Дохе. При этом как бы общий travel составляет 20 часов. Мне дали 2 билета, все такое. Но у меня перегруз 6 килограмм. У меня был билет на 25 килограмм. Я, слава богу, хоть все уместил в один чемодан, потому что мне как бы после этого еще в Америку лететь. И я там всю свою жизнь в один чемодан, в общем, собрал. Вот. И, короче говоря, у меня перегруз 6 килограмм. И за каждый килограмм они берут $40. Считаем, с меня взяли $240 за доплату. По очень хорошей цене. Я что хотел сказать? То, что самое страшное, что билет у меня стоит $300. Просто кошмар. Ну, слава богу, что мне хватило денег, и я просто сейчас пойду и наконец-то высплюсь, надеюсь, в самолете, хотя бы в первом. И не дай бог мой багаж потеряется. Qatar Airways. Я вас запомнил, с вас будет $240. Видно, да? Круги. Класс. Время 12 часов дня. И я вылетаю через 2 часа примерно. Отзыв на аэропорт Тбилиси. Во-первых, очень грязные уборные.
прям очень сильно. Но здесь очень удобные места с зарядками есть. Очень удобно все с Wi-Fi, не нужно не вводить никакие номера телефонов, ничего. Количество китайцев, которые принимают меня за девушку из-за длинных волос, это просто что-то с чем-то. Когда я захожу, допустим, в мужской туалет, на меня вот так китайцы смотрят, такие типа... Поэтому я завязал волосы, я думаю, так как-то выглядит получше. Я не спавший почти. Ночью у меня был автобус, до 6 утра мы ехали, с остановками постоянными, поэтому я ни разу не поспал, типа, больше часа. Ну, я спал вообще отрывками очень маленькими. Я очень надеюсь, что сейчас я посплю в самолете, и потом в Катаре я что-нибудь найду, где можно полежать, поспать тоже, потому что там у меня пересадка 9 часов. Если здесь я ждал 6, то там я буду ждать 9. И это, конечно, застрелиться. Я, типа, не сплю нормально уже неделю или даже полторы, потому что у меня сначала были экзамены, потом приезжала семья. Я очень надеюсь, что я смогу выспаться по прилету в Китай, но там меня ждет работа. Я в Дохе. Здесь безумно жарко, как летом в Дубае просто. Больше 40 градусов где-то. А вот здесь вот я хотел заснять эстетичное открывание двери, но в итоге понял, что только одна дверь работала. Так, друзья, аэропорт в Дохе. Выглядит очень круто. И, кстати, проверка безопасности сейчас прошла очень быстро. Очередей нет, потому что очень много, типа, вот этих lines работает. Вот, и сейчас пойду... Здесь вообще какие-то приколы. Насколько я знаю, типа, катарский Доха, точнее, один из самых больших аэропортов в мире. 24 часа в аэропорте Доха челлендж начинается, наверное. А я иду здесь, гуляю, здесь вот, оп, магазин Apple. Я иду сейчас все это потрогать. iPad Air. Ребята, ну вау, ну песня. Ну вот это вообще песня. То, что здесь, типа, сидеть вообще, ну вот это, ну, кайфы. Ну, песня, ребят. Ну поняли, ну песня. Я пытаюсь найти нормальный Wi-Fi, но я не могу его найти. Потому что вот этот вот у них Wi-Fi 4 Pro, Ultra, вот этот вот Max, он не работает, он работает хуже, чем мобильный интернет у меня дома в Макеевке. Доха, что такое? Что такое? Я сидел и просто делал Duolingo китайский. Учим китайский. Здесь какие-то такие поезда крутые. Вообще, это что за Into the Future? Капец. Смотрите, просто какие-то... ну, выглядит все очень футуристично. Типа, просто посмотрите, какая красота. Очень красиво, прыгай. Самое смешное, что я только сейчас узнал, что это, оказывается, самый лучший аэропорт в мире. Самый, типа, крутой, самый такой навороченный. Все всякие такие штуки. Ну и оказывается, а я здесь. На самом деле мне уже страшно от того, что у меня потом получится в итоге, потому что, мне кажется, 80% всех моих реплик это прикол, вообще круто, как вау. Я в таком состоянии просто комментировать особо не могу, но прикол, скажите. Вообще. Знаете, до меня не особо доходит, что это аэропорт. Это выглядит как... Ой, мамочки, посмотрите. Выглядит как Дубай Молл. Только на максималках каких-то. Вообще, ну вот, что это такое, обалдеть. Я хочу сходить в этот сад посмотреть. Потому что, ну, грех не сходить. Вот этот сад, ё-моё! Просто вот посмотрите на это. Просто посмотрите. Вот спрашивается, зачем такое в аэропорту строить, да? Офигеть, как это мило выглядит! Это выглядит как какой-то японский сад такой, очень миленький.
Обалдеть. Ну, у меня просто нет слов. Честно, честно, честно. Это шок. Ну, и это все живые, понимаете? Это все живые растения. Жесть. Очень круто. Еще, по-моему, птицы даже поют здесь. والتحفظ عليها من قبل الجهات الأمنية وذلك حفظا لل... Я сейчас нашел такой уголочек. Там вот мой гейт. Я здесь сижу, потому что здесь зарядка. И я здесь сейчас буду сидеть и есть чипсы за 5 баксов. И смотреть свой любимый фильм. $5 чипсы. По очень хорошей цене. Эти чипсы не стоят 5 баксов, это точно. Они ужасные. В принципе, время пришло довольно быстро. Я уже... Через 10 минут будет посадка. Я сходил... Там почему-то уже можно было подойти. Короче, мне написали что-то на boarding pass. И сказали, подождите, скоро там мы вас позовем. Я говорю, окей. Вот, я сходил, почистил зубы, умылся, типа evening routine такой у меня произошел, да, чтобы перед сном, так сказать, свежачком, бодрячком, потом проснуться и быть в Китае. Это большой самолет. Я первый раз в такой конфигурации поеду. Очень неожиданно. Ой, какой, смотрите. Да, значит, обзор. Я таких штук раньше не видел, поэтому для меня это вообще прикол. Здесь travel information. О, смотрите. Жесть, да? Ой, что-то начинается. Смотрите, кино. Вот это я туда еду, ребята. Так, ну все, я продолжаю обзорчик. Значит, здесь у нас есть какой-то about us, что-то тут, ну, питание, ну, всякое. Значит, здесь какие-то есть мультики, всякие. Сейчас смотрим, что у нас, как тут, куда я жмал игры. Что у нас здесь в играх? Вот это, чтобы вы понимали, джойстик. Ну, норм, все. Придумали, вот молодцы, китайцы. Блэкджеки всякие, вот это вот все. Утро доброе. Мы прилетаем через полчаса. 飞机正在滑行， Все, кажется, 请不 прилетели. 要在客舱中站立或行走。 Я выхожу из самолета, я очень надеюсь, что я ничего не забыл. Меня сейчас должны встретить. Немного не верится, что в Китае вообще обалдеть, что... Это на самом деле была очень рандомная идея сюда приехать. И очень, типа... Ну... Поздно думать, я уже приехал. Я получил багаж. Иду на выход. Ну и, собственно, после заселения я поспал аж 17 часов. Так, господа, я проснулся на следующий день. Я думал, я не буду сильно джетлагнутый, потому что я приехал, уже был день, типа, все было хорошо. Вот, и я просидел до вечера, меня где-то часов в 10 начало вырубать уже. И, значит, я лег спать. Я проснулся рано утром, часов в 8.
Думаю, ну ладно, посплю еще чуток. Просыпаюсь, и сейчас, внимание, 6 вечера. И в итоге я проспал больше 17 часов. Дома, по-моему, никого нет. И это страшно. Мне страшно. Вот так вот выглядит райончик, где я живу. Здесь какие-то штуки, типа автоматов. О боже мой. Жесть. Здесь, короче, можно всякие штуки выиграть, видимо. Я хочу попробовать. Блин, я реально вообще, я сейчас возьму и попробую. Короче, я выиграл какие-то нудлсы. Я не знаю, с какой попытки. Ну, 100-я где-то попытка у меня была, да, но я выиграл такие нудлсы. Я вообще без понятия, что это такое. Ну, прикол, да. Короче, как это работает? Я заплатил 45 юаней и получил 60 вот таких монеток. И, типа, каждая попытка стоит 3 вот таких монетки. Вот. И сейчас я хочу попробовать вот какие-то вот эти такие палочки достать, да? Вот. Я хз, получится или нет. Давайте попробуем. Ну... Блин, ну вот оно, короче, в самый неподходящий момент оно просто раскрывает клешни, и типа это супер скам для лохов, но как бы here I am, пожалуйста. Да, блин. Короче, я получил таких чокобоев каких-то новеньких. Да какие-то девочки, наверное, чокогерл. Вот, и у меня получилось это с первой попытки. И я сейчас очень воодушевленный. И сейчас попробую взять вот этот мешочек. Я примерно понял стратегию. Типа нужно брать один из ближайших к выходу. Ну почти. Так, еще разочек. Поехали. Так, сосредоточились. Рассчитываем. Все это рассчитываем. Ага. Слей. Ну почти. Так, ладно, давайте попробуем взять другой. Значит, обзор на штуки. Я вернулся к работе, но обзор на штуки. Довольно вкусно. Прикольные такие, но их мало очень здесь. В этой упаковочке здесь было около 7 штук. Ну, в принципе, нормально. Вот такой вкусный шоколадный вкус. Вот. Потом вот это мне сказали, что оно очень-очень спайси. Но мне нравится, что это типа одна из самых больших упаковок, которая там была. Поэтому я такой вот лаки. Вот. Ну и, конечно же, вот это тоже сейчас попробую. Ну, короче, класс. Я выгляжу очень потрепанно, потому что я чуть устал. Я сейчас несколько часов подряд играл с ребенком в какой-то игровой комнате. Вот. Я сейчас пью какой-то напиток. Вот эти, кстати, тоже делают еще bubble tea. Вот. На меня все озираются. Я не понимаю, из-за того, что я камеру в руках держу, из-за того, что я не китаец, я не знаю. Довольно прикольный, но, блин, мне так неловко, что на меня все смотрят, это просто вот такой вот большой ТЦ, не Дубай Молл, конечно, но большой, всякая разная еда с вейпом. Я выгляжу очень сильно как турист, я иду с камерой, с Бобой, такой руссо-туриста. Какие хорошие, это попугайчики, кролики, зайчики, боже, какая милота. Это что, это шиншилла? Шиншилла, походу. Как круто. Хомячки такие, манюньки такие, вообще, гляньте. Такие. Здесь такие маленькие черепашки. Здесь такие красивые рыбы. Это из обоев Apple, если что. Обзор на какой-то продукт. Хотел сказать, что это продуктовое. Здесь теперь выяснилось, что здесь вообще все, что хотите, есть. Вот. Так, смотрим обзор. Какие-то смешные Орео. Корки какие-то Орео. Вот еще какой-то Choco Girl какая-то шоколадная уже. Ладно. Всякие какие-то панды. Лейс. Смешные какие, смотрите. Мексиканская курица с томатом.
Вообще, вот это что это такое? Это кажется, как будто бы нори... Зэк. Чипсы с огурцом. Вот это Орео с зеленым каким-то чаем, наверное. Прикол. Вообще, поки. Вообще, лейс просто вкусов корейские какие-то, флейвор, трюфель, китайский, японский, что вообще. Посмотрите, просто жесть. Здесь просто очень много вкусов, таких, которых я никогда в жизни не видел, даже не слышал про них. О, вот здесь у нас какие-то соусы и нудлсы, видимо. Вообще тоже просто на любой вкус и цвет. Кстати, очень много людей ходит в масках, и мне почему-то страшно от этого. А вот здесь это что? Какие-то яйца, ладно. Вот тут специи какие-то, видимо. Соки. Сок из сливы. Как вам? Сок банан-кокос. Вот здесь какие-то тоже смешные, смотрите. Сушеные фруктики, сушеные всякие штуки, сушеные чипсы фруктов вообще. Вот это что это такое? Это что такое? Это какой-то непонятный фрукт. И вот это, деликатес. У меня тетя была в Китае когда-то. И вот как бы она привозила такие штуки. И вот это, по-моему, тоже. Вот здесь, по-моему, тоже какой-то сифуд. Просто прикол. Прикол лютый. Ой, смотрите, здесь еще поки есть. Поки вообще разных вкусов. Вообще. Так, ну что, здесь вроде все посмотрели. Здесь еще чипсики. Все, я посмотрел, все, я ухожу. Мы потому что сейчас пойдем на обед. Ой, на ужин. Я поэтому ничего брать не буду. Мы все-таки пришли в гипермаркет. И я никогда не знал, что Орион выпускает какие-то еще пирожные. Помимо чокопая. Вот здесь есть чокопай с матчей. И вообще столько приколов, я не могу. Посмотрите, как кьют, как это мило. Это одуванчики, по-моему. Вообще какие-то цветочки, какие-то штуки. Ну, это, наверное, в чай. Я не совсем понимаю. Здесь какие-то маринованные яйца еще. It's alright. Thanks. Всем привет, с вами Зубарь. Сэй, привет. Привет. Ну и, в общем-то, как-то так прошли мои первые дни в Китае. Я постараюсь снимать еще много чего, если я не буду ленивой жопой. Обязательно пишите, если у вас будут какие-то вопросы. Обязательно пишите вопросы про UWC. Я могу уже все-таки много чего рассказать, потому что я выпустился, и больше меня ничего не останавливает. Тем не менее, у меня не так уж и много чего плохого есть вам что рассказать. На самом деле, я очень все равно благодарен этому опыту. Не все равно, а безумно благодарен этому опыту. Это было просто невероятно, и это действительно поменяло мою жизнь не на 360, а на 540 тысяч миллионов градусов. Ну, а если вам интересно будет следить за Китаем, если вам будет интересно еще узнать чего-нибудь новенького, сейчас я надеюсь, что я буду делать больше видео интересных, потому что мне действительно есть чем поделиться. Оставляйте свои комментарии, пишите свои мнения, реакции, не знаю, что хотите. Ставьте лайк, если любите вашу маму, ставьте лайк, если любите дышать. Всем пока!